Представьте себе темную ночь, полную тайн, когда бездомный кот пробирается в церковь. Священник удивляется, увидев его там, но когда становится ясна истинная причина появления кота, все в деревне поражаются. Таинственный гость в ненастную ночь. История начинается темной и ненастной ночью в маленькой деревушке под названием Монтебелло. Дождь льет как из ведра, и все вокруг кажется серым. По пустынным улицам бродит одна фигура, милого, загадочная кошка с ярко-зелеными глазами. Ее мех блестит в лунном свете. Она ищет безопасное место от непогоды и находит его в старой церкви Сан-Франциско. Церковь выглядит древней и крепкой на фоне непогоды. Внутри единственным источником света являются мерцающие свечи, от которых по комнате танцуют тени. Когда Милова заходит внутрь, она привлекает внимание отца Хосе, человека, который заботится о церкви. Он удивлен, увидев ее, и хочет знать, почему она здесь. Дождь барабанит по разноцветным окнам, и он осторожно приближается к Милове, желая узнать о ней побольше и в то же время соблюдая осторожность. Он прошептал: «Кто привел тебя сюда, маленькая кошечка?» Его голос был тихим, словно тайна, скрытая за шумом дождя за окном. В темной церкви отец Хосе задал вопрос, но Милова, зеленоглазая кошка, ничего не ответила. Он чувствовал себя неуверенно, но не хотел оставлять ее одну во время шторма. Поэтому он позволил ей остаться, чтобы успокоить после бурной ночи. Пока продолжался шторм с сильным ветром и громкими раскатами грома, отец Хосе заметил, что Милова продолжает смотреть на статую Девы Марии. Он поймал себя на том, что думает о том, почему Милова оказалась в церкви. Снаружи было так много домов и убежищ. Так почему же она пришла в церковь? Было ли это простым совпадением или чем-то более значительным? Шепот и удивление. Когда взошло солнце и люди пришли в церковь, все были потрясены, увидев кошку в церкви, потому что дождь прекратился. Но Милова продолжала смотреть на статую и сидеть неподвижно. Люди в Монтебелло не могли перестать говорить о Милове в церкви. Они перешептывались и гадали, почему кошка оказалась там, словно ветер дул снаружи. Некоторые люди думали, что Милова была просто бездомной кошкой, которая искала место, где можно было бы пересохнуть, но другие считали ее посланницей Бога. Отец Хосе видел в Милове особого друга, благодаря которому в церкви царили спокойствие и умиротворенность. Но когда Милова продолжила жить в церкви, у нее завязались отношения с отцом Хосе, и они оба стали друзьями. Но отца по-прежнему смущала ежедневная привычка Миловы постоянно смотреть на статую Девы Марии, как будто ее тянуло туда что-то невидимое. Движимый любопытством, отец Хосе решил, что за поведением Миловы что-то кроется. Сначала он изучил прошлое церкви и людей, которые заботились о ней раньше. Он нашел забытую историю о женщине по имени Мария, которая по-настоящему любила животных и церковь. По мере того, как отец Хосе собирал воедино фрагменты истории Марии, он начал подозревать, что присутствие Миловы имело более глубокую причину. Могло ли быть так, что кошка была каким-то образом связана с наследием Марии, присланным для продолжения ее работы? Раскрывая секреты, ответ пришел во время воскресной церковной службы. Милова запрыгнула на алтарь и начала тихо мяукать, глядя на статую Девы Марии. Отец Хосе почувствовал божественное вдохновение и нашел потайное место в основании статуи. При легком толчке потайное место открылось. Внутри была старинная реликвия и письмо от Марии, которая раньше присматривала за церковью. В письме говорилось о тайном сокровище, которое хранилось на случай непредвиденных обстоятельств. Отец Хосе расчувствовался, осознав, что появление Миловой из ниоткуда было похоже на чудо, призванное раскрыть эту забытую тайну. Рассказывая жителям деревни о Милове и реликвии, отец Хосе сказал, что важно видеть Бога в повседневных вещах. Он также сказал, что вера в Бога может изменить жизнь. Находка клада удивила всех жителей деревни. Люди были поражены случившимся. Милова, которую все считали просто бездомной кошкой, стала символом надежды и новых начинаний.
Ее присутствие напомнило людям о том, что нужно снова верить в свою веру. История Миловы, кота, который охранял церковь Монтебелло, стала известна во всем мире. Это побудило людей искать чудеса в собственной жизни. Несмотря на то, что однажды Милова уехал из деревни, его история продолжала вдохновлять. Это показало, насколько всегда важны любовь, вера и неисповедимые пути Господни. Так, на сегодня это все. Что вы думаете об этой истории? Расскажите нам в комментариях ниже. И если вам понравилось, не забудьте поставить лайк и подписаться. Ваша поддержка так много значит для нас. До тех пор, берегите себя и спасибо, что смотрите.